Здравствуйте, меня зовут Илья Кузнецов. Сегодня я расскажу про приемы исполнения батман-тандю, про частые ошибки и про то, как их исправить. Причем самые важные советы будут в конце ролика. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Суть батман-тандю в том, что вытянутая и выворотная нога легко, но не отрываясь от пола, скользит вдаль и затем закрывается обратно. Лучшие методисты русской балетной школы Ваганова и Тарасов говорили, что на батман-тандю отрабатывается вытягивание ноги от колена до кончиков пальцев. Батман-тандю развивает силу голеностопного сустава и дает основу выворотности движения. Что нога идет свободно и легко, что надо обязательно сохранять выворачивание и на открытие, и на закрытие ноги. Первой значительной ошибкой можно назвать неустойчивость корпуса. Перед тем, как открыть ногу, балерина слегка разворачивает рабочую сторону. Исправлять ошибку надо на первом движении разогрева, держась двумя руками за палку. Первое же движение, что мы с вами делаем, мы открываем правый носочек в сторону, потом открываем левый носочек в сторону. Вот в этот момент ваша задача настолько внимательно отнестись к неподвижным бедрам, чтобы при открытии носочка бедра не дрогнули, не пошевелились вообще ни капельку. Попробовать держать опорную сторону слегка и незаметно для окружающих, как бы от рабочей ноги. В сторону опять раз, два. Постарайтесь, чтобы бедра не дрогнули ни капельки. Ни капельки. Нога по полу скользит легко и свободно. Бедра оставьте ровными. Не троньте бедра. Оставьте специально нарочито их ровными. Неестественно ровными. Вытянулись. Вторая ошибка. При скольжении стопы по полу балерина сразу приподнимает пятку. В этот момент, хоть почти и незаметно, но рабочая сторона слегка приподнимается, что приводит к плохой постановке корпуса. Вперед, пяточка скользит по полу, скользит, скользит, скользит. Пяточка, не отрываясь, скользит по полу. Пятка, не отрываясь от пола, скользит вдаль. Важно понять, что пятка по полу должна скользить длительно. Она не отрывается, пока бедра могут стоять неподвижно. Тем более, что при пятке на полу выворачивание верха ноги ощущается лучше. Очень важным приемом считается проведение пятки по полу. Пятка отстается на полу до тех пор, покуда ваши бедра могут остаться нетронутыми. То есть вот вы скользите, скользите, скользите пяточкой по полу, и только потом приподнимаете ее. Третья ошибка. Зажатая стопа скользит по полу. Пальцы как будто собраны в кулак, а выглядит это, как будто мала обувь. Стопа должна скользить по полу лишь с одним усилием, с выворачиванием голеностопа. Стопа не крюченная, не скрюченная, а свободная по полу идет. Только в конце, вдаль она удлиняется далеко. Пальцы стопы должны быть расслаблены. И только тогда можно исправить следующую неточность, четвертую ошибку. Вытягиваясь, стопа не проходит положение полупальцев на полу. Это очень важный прием и в смысле техники, и в смысле красоты. Постарайтесь, чтобы полупальцы проговаривались, как отдельное слово. В момент, когда пятка отрывается от пола и скользят полупальцы, видно, есть выворачивание голеностопа или нет. На уроке я предлагаю поставить вытянутую ногу на полупальцы и почувствовать вращение голени изнутри к наружу. По ощущениям, пятка и икра должны быть перед коленом и пальцами ног. Поставьте мизинец на полупалец, почувствуйте, что ваша икра и пятка выворачиваются. Пятая ошибка. Нога не вытягивается вдаль, держится предельно близко к корпусу, тогда как должна была удлиняться. Не только студенты, но и некоторые педагоги понимают термин вытягивания как просто разгибание колена и вытягивание стопы. Но это не полное ощущение. К ним обязательно надо добавить удлинение ног вдаль. В действительности вытяни имеется в виду удлини. То есть нога может держаться рядом с собой, а может держаться далеко от себя. Да? Посмотрите, нога коротенькой выглядит, плюс еще странный зад, один выше, второй ниже. А может нога быть длинной. Так вот, вытяни имеется в виду удлиняйте ногу. Шестая ошибка. При закрытии ноги линия ягодиц подается назад. Это естественный способ. Все люди так и делают, но для балета он не подходит. Уже перед закрытием ноги на батман-тандю надо подавать линию рабочей ягодицы слегка вперед. Движение должно начинаться в самом верхе ноги.
И главное, рождается оно от еще большего выворачивания. Закрываем ногу, подавая ягодицу чуть-чуть вперед. Нога будет закрываться, потому что правый зад прижимается к костям. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик.